Друзья, привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем вкуснейший домашний рождественский калач. Много мака, много изюма. Печем для себя, начинки не жалеем. Получается он просто великолепный и ни с каким магазинным, конечно же, не сравнится. Испечь его вместе со мной проще простого. В описании под видео указано количество ингредиентов. Изюм заливаю кипятком и оставляю на 15-20 минут, чтобы он набух. Затем откидываю его на сито, выкладываю на полотенце, просушиваю бумажными салфетками, присыпаю мукой и отставляю в сторону. В миску вливаю теплое молоко, добавляю сахар, перемешиваю. Сюда же добавляю сухие активные дрожжи и снова перемешиваю. Затем добавляю ванильный сахар и соль. Вбиваю яйца и перемешиваю. Если вы не уверены в активности своих дрожжей, то стоит оставить массу с дрожжами и с сахаром минут на 15, чтобы проверить активность. Я в своих дрожжах уверена, поэтому замешиваю сразу. Теперь частями буду вводить муку и замешивать тесто. Все количество муки я обычно делю на 3 раза и оставляю еще примерно 100 грамм. И вот так вот постепенно ввожу. Вымешиваю сначала венчиком, затем, когда становится уже трудно, то мешаю руками. Я на стол обычно даже никогда не выкладываю тесто. Мне удобно вымешивать в миске, но вы делаете как считаете нужным. Тесто вначале будет очень густое, так и должно быть. В тарелке у меня мягкое сливочное масло комнатной температуры. Примерно половину я добавляю в тесто и постепенно вмешиваю. Тесто будет становиться мягче, податливее, и его легче будет вымешивать. Затем добавляю вторую половину и вымешиваю приблизительно 5-7 минут. Добавляю оставшиеся 100 граммов муки и вымешиваю тесто приблизительно 7-10 минут. Если у вас есть кухонный комбайн, то, конечно, можно тесто вымешать в нем. У меня его, к сожалению, нет, поэтому я делаю все вручную. В итоге тесто получается очень мягкое, воздушное, больше муки добавлять не стоит. Выкладываю сюда изюм и постепенно вмешиваю в тесто. Вот такое живое, мягкое тесто получается. Оно совершенно не прилипает к рукам, больше муки не добавляйте. Выкладываю его в миску, накрываю пищевой пленкой и отставляю для расстойки примерно на 1 час. Но, возможно, понадобится и больше, потому что тесто очень сдобное. У меня оно поднималось за 1,5 часа в теплом месте. Выкладываю его на силиконовый коврик и обминаю, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Как видите, муки я больше не добавляю. Накрываю миской, оставляю минут на 15, чтобы оно отдохнуло. И вот теперь уже можно формировать калачи. Я делю все тесто на 2 половины. Одну округляю и убираю под пищевую пленку, чтобы оно не заветрилось. Оставшуюся часть делю еще на 2 равные части. Одну отставляю пока в сторонку и буду работать с оставшейся. Я ее раскатываю в прямоугольник толщиной примерно 3-5 мм. У меня сегодня готовая маковая начинка. Вот такая. Вот я ее купила на рынке. Здесь уже и сахар, ничего добавлять не нужно. Я ее делю пополам, так как у меня будет 2 калача. И половину делю еще на 2 равные части. Одну часть выкладываю на тесто и наношу ровным слоем. Если у вас готовой маковой начинки нет, то ее можно сделать спокойно из сухого мака. Как ее делать, у меня есть во многих видео с маковой начинкой. Я вам ссылочки оставлю в описании под этим видео. Теперь я тесто скручиваю рулетом. Еще вот так вот руками прохожусь, чтобы удлинить. Отставляю в сторону и точно так же раскатываю вторую часть теста. Снова в большой тонкий прямоугольник. Выкладываю мак и распределяю равномерным слоем.
Маковую начинку, кстати, сделать очень легко. Просто проварить мак, а затем перебить погружным блендером. Сахар уже нужно добавлять в конце, чтобы начинка не потекла. Заворачиваю снова рулетом тесто, прохожусь руками. У меня получилось 2 рулета одинаковой длины. Я их переплетаю между собой, а концы защипываю. И формирую калач. Переношу его аккуратно на пергамент. И острым ножом делаю надрезы. Так будет видна еще больше маковая начинка, и, на мой взгляд, калач получится еще наряднее. Хотя у меня есть рецепт, где я не делала такие надрезы, а просто сворачивала жгутом, то тоже получилось очень красиво. Ну а по вкусу эти калачи просто бесподобные. Все ссылочки будут в описании. Тот калач, он немножко отличается составом теста. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на 15-20 минут для расстойки, а затем смазываю калач желтком. Духовка к этому времени должна быть обязательно разогрета на 180 градусов. Калач нужно ставить в разогретую духовку. Выпекается он 35-40 минут при 180 градусах. Готовый калач накрываю полотенцем и даю ему немного остыть. Посмотрите, какой красавчик получается. Я его не разрезала, потому что выпекала его на заказ. Но поверьте, что он очень вкусный, просто бесподобный. Я вас поздравляю с наступающими праздниками. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, самое главное мира и добра, любви и взаимопонимания. Всем пока!